Вращающийся безель, кнопка-коронка, поддержка чата GPT, функция многоязычного перевода в реальном времени, АИ циферблаты, большой AMOLED-экран, выделенная память для загрузки музыки прямо на устройство, предварительный просмотр с функцией Bluetooth кнопки для удаленной съемки, время автономной работы до 10 суток на одном заряде аккумулятора, встроенный магазин приложений, поддержка функции Bluetooth вызовов, защита по стандарту IP68, и обо всем этом и не только можно прочесть в рекламе к смарт-часам под названием Kumi Gear GT3. Но как на самом деле дело обстоят у данной модели, я сейчас вам, как всегда, расскажу. Распаковка. Поставляются эти смарт-часы в коробке из плотного картона, выполненные в формате шкатулки. На ней есть краткая характеристика, изображение и название модели. Упаковка неплохая, в комплекте у нас сами смарт-часы с наклеенной защитной пленкой, дополнительная защитная пленка, ремешок, зарядное устройство без пинов, за что плюс, и краткое руководство. Весят смарт-часы 74 грамма, что немало, а габариты 48 на 53 на 13,3 мм. Ширина ремешка 22 мм, а охват запястья от 175 до 240 мм. Далее, 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю смартфон Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше смарта необходимо просто подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме. Подписаться на ТГ скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Приходить на стримы для розыгрыша не обязательно. Если месяц не объявитесь в телеге, после того, как я вам напишу, смарт будет переразыгран. И iPhone 16 я еще разыгрываю на Новый год, условия по нему тоже в ролике по ссылке в описании. В прикрепленном комментарии мой телеграм-канал с промокодами на Али и личный телеграм-канал. Там много всего интересного и полезного. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме, перейдем же к смарт-часам. Приобрести модель можно в черной и серой расцветке корпуса. Дизайн данных часов напоминает дизайн часов от компании Samsung. Хорошо это или плохо, решать, разумеется, вам. Мне лично не по душе, когда подобные бренды копируют дизайн А-брендов. Корпус смарт-часов выполнен из металла с поликарбоната, а с фронта обыкновенное закаленное стекло, что в целом очевидно. Качество материалов неплохое, учитывая стоимость, но вот сборка из-за одной особенности сильно расстраивает, но о ней я расскажу позже. Ремешок быстросъемный с металлической застежкой, которая фиксируется двумя магнитами. Крепление стандартное, заменить его на любой другой ремешок возможность есть. Ремешок выполнен из искусственной кожи, тактильно он не совсем топорный, но ремешок слегка доставляет дискомфорт. В общей картине смарт-часы при повседневном использовании практически не мешаются, но вот спать с ними не особо комфортно. Далее, на корпусе расположили область для зарядки, микрофон, динамик, две механические кнопки и датчики для мониторинга показателей здоровья. Нижняя рельефная кнопка предназначена для перехода к тренировкам, а зажатием для перехода к чату GPT. Верхняя кнопка-коронка отвечает за переход в меню и возврат, а зажатием можно перейти во вкладку с перезагрузкой, выключением устройства, совершением SOS-вызовов и включением режима сирена. Также, прокручивая данную кнопку-коронку, можно перемещаться по меню и не только, но самые внимательные заметили, что в то же время прокручивается и безель. Да, безель также оснащен функцией прокрутки. Кнопка, коронка и безель связаны одной системой прокрутки. К слову, она реализована в формате трещотки и сопровождается максимально плохой вибрацией. Вибромотор в данной модели действительно не вау, и настроить силу вибрации возможности нет. Непонятно, зачем нужен безель и эта кнопка с функцией прокрутки. Ну ладно, может быть, кто-то будет пользоваться кнопкой, кто-то безелем, а кто-то только сенсорным экраном. Минус заключается в том, что кнопки имеют невероятный люфт, но еще хуже люфт у безеля. Безель установлен неплотно, звук от него как от погремушки. Возвращаясь к командам для управления, отмечу, что переназначить их можно, но только на нижние кнопки. Летим дальше. Оснащены смарт-часы AMOLED-дисплеем на 1,43 дюйма с разрешением 466 на 466 пикселей. Экран неплохой, но вот система работает некорректно, хоть она и не медленная, плюс различные анимации есть. Также можно слегка настраивать интерфейс под свои предпочтения. Экран утоплен, рамки не громадные и большая часть рамки спрятана под безелем. Яркость по моим замерам в режиме фонарика 930 люксов, но в системе яркость меньше. В целом ее достаточно для использования на улице в солнечный день, но запаса яркости нет. К слову, функции автоматической регулировки яркости также нет. Технология Always On Display простенькая и без выбора стиля AODA. Автовыключение экрана максимум до 30 секунд, а функцию постоянно включенный экран можно настроить до 20 минут. При поднятии запястья экран активируется, не сказал бы, что моментально, но довольно быстро. Плохо только то, что срабатывает это дело не всегда. Функции для выключения экрана накрытием ладонью и функции включения его тапом нет. В настройках можно изменить шрифт, и, к слову, он тут тоже, как по мне, далеко не идеальный. Ко всему перевод очень плохой. Скроллинг с рывками и сенсорный отклик тоже плохой. В
системе можно встретить подвисание анимации, непонятные символы и не только. При этом перемещаться по интерфейсу сложно, но возможно. Далее с главного экрана по свайпам сверху вниз уведомления, свайп снизу вверх панель быстрого доступа. Непривычно, но что поделать. Панель быстрого доступа можно персонализировать. Свайп слева направо еще одна мини-панель быстрого доступа. Свайп справа налево виджеты. Персонализировать виджеты можно, но сортировать меню нельзя. Далее приложений в меню много. Что только туда не засунули. Есть магазин с приложениями, которых там очень много. Аж одно приложение. А именно мировое время. Все бы ничего, если бы не было иконки с надписью, что нас ждут сотни приложений. Хорошо, переходим в фирменное приложение на смартфоне. Может быть, там будут эти сотни приложений. Но нет, там попросту находится еще 5 игр, которые можно установить. Добавятся ли приложения с новыми обновлениями? Возможно, но не факт. И я думаю, что нет. Далее в меню есть музыкальный плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне. Плюс можно загрузить свою музыку прямо на смарт-часы, но слушать только через динамик самих смарт-часов. Подключать Bluetooth устройство возможности нет. Из стандартного в меню находится погода, будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, функция прикроватные часы, календарь, 2 игры, таймер, секундомер, и в фоне работает только таймер, калькулятор, продувка динамика, поиск смартфона, обыкновенный голосовой помощник, режим не беспокоить, приложение для добавления визитной карточки в приложении. На данный момент доступно только приложение WhatsApp. Кошелек для оплаты сервисом PayPal, плюс есть Bluetooth кнопка для удаленной съемки с трансляцией изображения в реальном времени, но только через фирменное приложение, и трансляция очень сильно тормозит. Кроме вышеперечисленного, есть еще диктофон, напоминания, которые нет возможности создать из-за отсутствия собственной вкладки в приложении. Приложение «Электронная книга», и через приложение можно добавить книгу для чтения. Только вот с подобным экраном это делать максимально неудобно. Ну а теперь можно поговорить и о части с AI-функциями. AI-циферблаты поддерживают несколько стилей. Можно выбрать стиль, произнести что-то, что вас интересует, и вуаля, ничего не получилось. Конечно, если задавать очень простые команды, то что-то да выйдет. К примеру, берем стиль плюшевые игрушки и, к примеру, говорим плюшевый медведь. Так как если сказать плюшевая собака, и выдаст просто фото собаки. Работает этот функционал только если включен смартфон с открытым приложением. Да, к слову, и переводчик, который в целом неплох, но зачем он нужен, если для этого нужно доставать смартфон, я не понимаю. Далее, у нас есть чат GPT с разными сценариями для вопросов и не только. Ничего толкового в ответ, задавая вопросы, я не получил. Часто ответы не генерировались или генерировались, но не до конца. Что касается микрофона и того, как понимают смарт-часы сказанные фразы, если произносить не больше 1 или 2 слов в целом, то неплохо. Но не так все гладко. Но если говорить много, то это бесполезно. На этом все. Сразу говорю, что данный функционал реализован плохо, и подходят они только для того, чтобы 5 минут поиграться, а потом вы про это дело забудете, потому что польза от этого 0. В настройках есть настройка уведомлений, настройка звука и вибрации, установка пароля, смена команды для свайпа слева направо. Можно выбрать вместо мини-панели быстрого доступа карточки приложений. Также есть несколько стилей меню, нерабочая функция, обои меню, нерабочая функция живое окно, включение режима энергосбережения, настройка мониторинга показателей здоровья и настройка спортивных функций. Летим дальше. Видов тренировок достаточно, но вот отслеживания плавания здесь нет. Кроме того, что вкладка с тренировками имеет видеопримеры тренировок для красоты, рассказать в принципе нечего. Но пробежимся по основе. Для тренировок есть небольшое количество настроек, автоматическая пауза на беговой дорожке, журнал активности, рекорды, большое количество разных напоминаний, но они работают не от общего состояния организма, а по расписанию. Во время тренировки есть озвучка женским голосом на английском языке, но из-за качества динамика звучит это дело плохо. Также во время тренировки есть возможность пользоваться музыкальным плеером, но вернуть для фоновой работы саму тренировку возможности нет, то есть мультизадачности у нас 0. В меню можно обнаружить записи тренировок, активность, GPS-навигация отсутствует. Теперь, что касается мониторинга показателей здоровья. Модуль измеряет пульс, СПО2, уровень стресса, мониторинг сон, усталость и частоту дыхания. Ко всему есть дыхательные тренировки, разумеется, и женское здоровье. Сон мониторит плохо, про измерение пульса и СПО2 тоже ничего хорошего не скажешь. В целом, этого и стоило ожидать подобных смарт-часов в этой ценовой категории. Упор был сделан не на функционал, а на привлечение покупателей за счет дизайна и якобы красивой операционной системы. А вишенка на торте, разумеется, это AI-функции. Далее. Gear GT3 поддерживает функцию Bluetooth вызовов. Со смарт-часов можно звонить, принимать вызовы и разговаривать. Через фирменное приложение можно добавить избранные контакты. В шумной обстановке разговаривать сложно. Если находиться в помещении без постороннего шума, что микрофон, что динамик показали себя не совсем плохо. Но каждый раз, когда я отвечал звонком с часов, меня просили переключиться на микрофон смартфона.
Уведомления приходят практически моментально, иконки приложения отображаются, отвечать на уведомления возможности нет, даже заготовок не завезли. Далее, емкость аккумулятора 300 мАч, полный цикл зарядки занимает в среднем 2 часа 45 минут, время автономной работы в обыкновенном сценарии использования со 100% яркости, без АОДа, не больше 6 суток, что является средним результатом, учитывая функционал. Летим дальше. Kumi Gear GT3 работают в паре с приложением Kumi Sports. Приложение работает так же плохо, как и система смарт-часов, перевод некорректный, интерфейс не самый удобный. На стартовой странице в приложении мы имеем вкладку с отображением результатов мониторинга здоровья, вкладка с тренировками, профиль и вкладка с подключенными устройствами. Обновление для смарт-часов лично мне еще не прилетало. Помимо уже сказанного, есть магазин с циферблатами, на выбор их достаточно, есть динамические, кликабельные, плюс есть возможность установить любую фотографию на заставку. Но интересных циферблатов я лично не встретил. Далее можно воспользоваться настройками смарт-часов, и на этом все. Минусов достаточно, но основные это сырое ПО, как и фирменное приложение. Много функций просто не работают. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды смотрите в моем телеграм-канале по ссылке в описании, подпишитесь, вы очень сильно поможете проекту. Резюмирую, умные часы Kumi Gear GT3 стоят немного, но их приобретать можно только если вам вообще не важен функционал, а только нужен внешний вид. Я вовсе не в восторге от этой модели, поэтому от меня девайсу нет. Лучше покупать, повторяюсь, браслеты какие-нибудь от Xiaomi или Huawei, Xiaomi Band 9, Huawei Band 9. С ними ходить и после этого смотреть на часы. Подобных китайских часов много. Подписывайтесь на канал с колоколом. Огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.